Опиши ситуацию второй половины XVII века, ставшей предтечей освобождения Абхазии от влияния западно-грузинских правителей и установления исторической границы на реке Ингур. Назови предпосылки, которые вот тогда созрели для этого. Ну, мы с вами в предыдущий раз говорили о том, что начиная уже с первой половины 17 века абхазские правители из династии Чачба фактически стали независимыми, но какое-то время все-таки продолжалась борьба между Дадияни и Чачба, особенно за земли Восточной Абхазии. Где-то примерно в 1615 году правители Чачба, начиная от реки Кодры до реки Бзып, стали фактически независимы от правителей Дадияни. Потом шла борьба между Ливаном Дадияни и Путо Чачба Шарвашидзе. Но после смерти Ливана Дадияни в 50-х годах 17 века на территории Мигрели начинаются междоусобные войны, если так можно сказать. И во главе Мигрели становится Вамех Дадияни. Но дело в том, что когда мы говорим о сложившейся политической ситуации во второй половине 17 века на территории вообще Южного Кавказа, здесь, конечно же, мы не можем обойти и ситуацию, связанную с нашествием турко-османов. Где-то примерно в конце 70-х годов 17 века турки-османы вторглись на территорию Мигрели. Они взяли в плен, примерно, по некоторым данным, до 4000 человек. И абхазские правители воспользовались этой смутой самой Мигрели, потом уже нашествием турко-османов. Не исключено, что, кстати, в какой-то степени абхазы и османы действовали скоординированно. Это не исключено. И в итоге, Сурех Чачба и Куап Чачба Шарвашидзе, они перешли реку Кодры с определенным количеством воинов и дошли до реки Эгры, или иначе называемый Ингур. Они не просто дошли до реки Ингур. Кстати, Сурех, или по-абхазски Шарах Чачба, он попытался захватить и территорию, собственно, самой Мигрели, что ему не очень-то удалось, в силу того, что между представителями самой династии Чачба возникли определенные трения по этому поводу. Да, и, конечно же, надо заметить, что там царь Картли, там правитель, сидевший в Кутаиси, вся эта ситуация им очень не понравилась. И поэтому, естественно, они противодействовали этому. Поэтому в итоге вот таким образом, будем так говорить, стечение определенных политических обстоятельств дало возможность абхазским правителям, есть и дата тоже, это 1680 год, когда абхазы сдвинули в итоге свою границу своего княжества от реки Кудры до реки Эгры, или же Ингур. Конечно же, закрепление этой территории за абхазским княжеством, да, бывшее владение Мигрели, возможно, еще и произошло потому, что там все-таки этнически жили абхазы. Я сейчас напомню, что эта территория с древнейших времен был населен апсами, да, римлянами называемыми апсилами, армянами называемыми апшегами и так далее, грузин называли апсарами. Это вот, получается, предки современных абжуйцев, да, одной из абхазских этнографических групп. Они там проживали издревле. И я напомню еще раз, что в конце 13 века, в начале 14 века эта территория перешла под контроль Мигрельского княжества. Поэтому во многих источниках или же средневековых картах вы можете увидеть, что территория Абхазии, там, до Сухума или же до реки Кудры включен в состав Мигрельского княжества. Таким образом, фактически складывается та
современная граница Абхазии, которая сформировывается, получается, вот в 80-х годах 17 века. Но я что хочу заметить, что Сорех или Харах Чачба Шервашидзе, он хоть и завладел землями от реки Кудры до реки Эгры, но после его смерти эта территория вошла в состав непосредственно Абхазского княжества. Был такой Зигнак Чачба Шервашидзе, правитель Абхазии. Резиденция его, скорее всего, находилась в Лухно, потому что долгое время село Лухно являлось столицей позднесредневекового Абхазского княжества. И, значит, надо заметить, что именно Зигнак Чачба Шервашидзе разделил свое владение, да, Абхазское княжество между своими сыновьями. Ну, опять-таки, вот здесь вот эта вот ситуация, когда правитель Абхазии, кто там сидит, скажем, в Лухно или в Сухуме, он назначал, будем так говорить, представителей, да, своих представителей в тех или иных абхазских регионах. Значит, территория эта была поделена, территория Абхазии была поделена между сыновьями. Значит, Зигнака Чачба, это был Джикешия, Ростом, значит, и Куап. Значит, Ростому досталась территория от реки Кудры до реки Бзып. Джигеши досталась территория от реки Кудры до реки Аалцга. А вот Куапу досталась территория уже между реками Аалцга и Экры. Вот такая вот ситуация сложилась фактически во второй половине 17 века на территории Абхазии. Денис, не было ли сопротивления со стороны Мигрели и других западно-грузинских правителей? Вообще, как шла эта борьба? Какое сопротивление могло быть с их стороны? Ведь они на протяжении долгого времени, как бы сказать, держали под контролем эту территорию. Вот как происходила эта борьба? Какие были стычки, столкновения, боевые и так далее? Вот об этом мог бы рассказать? Здесь о каком-то сопротивлении Мигрельского княжества не приходится говорить в силу того, что в это время Мигрель была занята междоусобицей внутри своего государства, это первое. А второе, произошло нашествие туркосманов, как я уже говорил. И, кстати, в материалах говорится о том, что правители Дадияни вообще были фактически вот, врасплох, да, значит, когда неожиданно абхазские правители, да, собрали определенное количество воинов и совершили военное вторжение на территорию Мигрели. И говорит о каком-то сопротивлении Мигрельского княжества, значит, действиям правителя Чачба не приходится. Но все-таки попытку вернуть эту территорию представители династии Дадияни предпринимали, но это произошло в более позднее время, об этом мы еще поговорим. Поэтому фактически правители Абхазии без сопротивления взяли территорию от реки Кудры до реки Аалцга. Кстати, по этому поводу есть вот тут сообщение Досифея. Был такой, значит, патриарх, и он вот, значит, говорит следующее. В 1678 году, вот он тут даже указывает точную дату, хотя другие авторы считают, что это было в 1680 году. По приказанию султана Паша Феодосипольский собрали войско в Лазике, в окрестностях Халибии и вступили в Имеретию. Опустошал, грабил и жег храмы, монастыри и страну между Карталинией и Имеретией. Оттаманы, то есть турки-османы, вошли в Кутаис, где остаются и до ныне. Дадьян, оскорбленный Багратом слепым, был так слаб, что абазги, кстати, он, значит, патриарх Досифей называет абхазов абазгами, да, византийским, значит, словом, да, как византийцы греки, да, нас абхазов называли в древние времена. Значит, он говорит, что абазги опустошали его владения, разорили храмы и монастыри, Мокви, Хопи, Киаиси,
Зугдиди и все страны от Диаскури до Гиппиуса и Фазиса, исключая Лубардии. Вот такое вот сообщение Досифея второй половины 17 века. Но здесь вот он говорит, да, Мокфи, ну это мук современный. По поводу, что касается разорения храмов. Такое действительно имело место быть, к большому сожалению. Очень часто, когда правители, кавказские правители нападали на друг друга, они совершали не просто, скажем, когда уводили, да, какую-то часть населения в плен, но также разоряли храмы. Вот тут написано, что абхазы разорили Мокский собор. Был и обратный процесс, когда, например, правители Дадьяне нападали на Абхазию, значит, скажем, в том же там, 14 веке, они разорили храм в селе, ныне это значит, Цандрыпщ, и увезли колонны, которые находились в этом храме, и в итоге их перевезли в Мингрель. Так что, да, к сожалению, такое имело место быть. И во время вот таких междоусобных войн, будем так говорить, страдало и культурное достояние нашей страны, к большому сожалению. Вот. И хочу заметить, что по сообщению многих позднесредневековых авторов, когда вообще не говорили о Грузии, они не считали Абхазию частью грузинских земель, будем так говорить. Например, вот давайте я вам зачитаю сообщение патриарха Макария, тоже 17 век. Значит, он говорит, что в руках грузин находится, значит, Мингреля, Имеретия, Гурия, Тифлис и Кахетия. Причем Тифлис и Кахетия находятся в настоящее время в вассальной зависимости от персидского царя. Вот такое сообщение патриарха Макария. Есть сообщение Павла Алепского, это тоже 17 век, и он говорит, ну, здесь написано старым шрифтом, зачитаю, как и записано. Значит, в грузинской земле суть 5 государств. Значит, перевожу на современный язык. Он говорит, что грузинская земля, да, состоит из 5 государств. Первое именуется Эмерет, то есть Имеретия. Второе государство Кахет, то есть Кахетия. Третье государство Картель, и столица всего есть в Тифлисе. То есть это Картля, собственно, со столицей в Тифлисе. Четвертое Мингреля, он пишет. Пятое Гурия, вне Грузии, который разделит река Великая Корион. Вот так вот он пишет. То есть река, значит, это территория, да, значит, делит река Риони. Здесь под Кирион имеется в виду именно эта река. И поэтому, как мы видим, в сообщении очень многих авторов 17 века, да и уже в более позднее время, Абхазия не рассматривается вообще в контексте Грузии, не рассматривается в политическо-правовом смысле. Да, то есть они не считали нашу страну частью Грузии. Так что вот такая вот ситуация складывается к 18-му, в конце 17 века. Если мы говорим об истории уже, да, собственно, самой Абхазии в контексте уже, да, вот от территории от реки Эгры до реки Бзып, как я вам уже говорил, то есть эта территория была поделена между сыновьями Зигнака Чачеба. Как я вам говорил раньше, Ростом Чачеба, ему досталась территория от реки Кудры до реки Бзып. И он, кстати, сидел в Лыхне. Получается, что он был главным правителем, а вот, скажем, тот же Куап, да, или Джигеша, они подчинялись непосредственно самому Ростому. Денис, расскажи, пожалуйста, о Самарзакане или Марзакане. Вот как возникло это название в приграничном с Грузией районе, в общем, историю Марзакана. Что касается по поводу Марзакана. Мы всегда обычно об этом говорим, всегда забываем, значит, мы всегда почему-то ассоциируем это с Гальским районом Абхазии. Хотя на самом деле Марзакан довольно большая территория. Просто там и в советское время, и в постсоветское время земли Марзакана были поделены. Сегодня часть находится в составе Гальского района, часть находится в составе Чамчирского района, ну и довольно-таки крупная часть находится в составе Тухарчальского района Республики Абхазия. Что касается по поводу Марзакана. Ну, давайте, наверное, начнем с топонимики. Все-таки вот эта приставка «са» — это грузинская
Самрузакану, Сабидьяну, Самингрелу — это все-таки грузинская приставка, это правда. Но почему? Почему в русские источники говорят Самрузакану, а не, скажем, абхазский Мырзаган? Здесь дело в политике. Я напомню, что когда пошли контакты между грузинами и, будем так говорить, царскими чиновниками Российской империи, первую информацию об Абхазии, первую информацию о Мырзагане русские получили от мигрелов. И я также напомню, что, кстати, вот те же священники грузинские, мигрельские священники, они были проводниками царской политики на территории Абхазии. Об этом никогда не стоит забывать. Поэтому вы, когда где-то на картах того же 19 века видите, скажем, топонимы на грузинский лад, это потому, что или проводники были мигрелы, или информацию непосредственно те же, скажем, царские чиновники, картографы некоторые, они получали непосредственно от мигрелов или тех же грузинов. Поэтому Са Мурзакано, так говорили в Мигреле, и так было записано русскими. И потом уже, значит, естественно, тиражировалось разными картографами, разными авторами. Но что касается поводу Мурзакана, я уже говорил о том, что Куапу, да, досталась территория от реки Алцга до реки Эгры. Вот это территория Мырзагана. Исторический Мырзаган охватывал весь современный Гальский район, полностью сегодняшний Тухачальский район Республики Абхазия и частично Очамчирский район Республики Абхазия. Значит, вот после Куапа этой территорией правил Мырзаган. Именно от его имени пошло название этого региона как Мырзаган. Или, как говорили мигрелы, Самурзагану. Уже вот в 18 веке этой территорией правила боковая ветвь династии Чачеба. Там последовательно правили, получается, Куап, Мырзаган правил, и Хутуня, Ливан и Манучар. Замечу, что этническая ситуация в этом регионе сильно изменилась. Это тоже надо признать. Я уже говорил ранее о том, что на этой территории издревле проживали апсы, да, или апсилы, или апсва, если говорить по-абхазски. Но, конечно же, за долгое время, почти 400 лет, да, пребывания этой территории в составе Мигрельского княжества, безусловно, что этнические изменения там имели место быть. Это надо признать, это просто исторический факт. Естественно, что какая-то часть ассимилировалась, амингрелилась, и не исключено, что, конечно же, какая-то часть мигрелов туда переселялись. Это такой естественный такой процесс. Да и не стоит, наверное, забывать о том, что этот регион очень плодородный, а земледелие – это очень важный фактор в жизни людей той эпохи. Тем более территория, да и сегодня тоже, это очень плодородные земли. И поэтому, конечно же, эта территория в ту эпоху, когда была частью Мигрели, подверглась частично ассимиляции, скорее всего, и частично заселение этого региона мигрелами. Так что такое имело место быть. Но когда шли вот эти войны между представителями династии Чачеба и династии Чачеба, Шарвашидзе и Дадияни, эта территория, я имею в виду сейчас Мырзаган, от реки Алцга до реки Эгры, фактически опустел. Я тут вот просто, как бы, наверное, не буду это все зачитывать, но все-таки тезисно говорим о каких-то вещах, но есть очень интересная, даже не то что легенда, а вот в памяти народа сохранилась, была сделана запись в 19 веке о том, что в результате разорительных войн на этой территории, на территории Мырзагана, фактически регион опустел. Значит, нам об этом говорят информаторы в 19 веке, то есть вот в народной памяти информация об этом сохранялась. И на этой территории фактически происходило вот, как бы, заселение заново, да, с западной стороны эту территорию заново заселяли этнические абхазы. Фактически абхазы заселили эту территорию
не только весь исторический Мырзакан, они еще перешли реку Ингур, и вот по левую сторону реки Игры или Ингур, там тоже жили абхазы. Например, мы знаем о том, что вот, если, скажем, когда едешь вот, в Зугдиди, там есть рухи. Там даже крепость, есть русская крепость. И вон там, кстати, жили абхазы. Об этом есть информация в конце 18 века, в начале 19 века. Вот. Еще, кстати, по данным 19 века, абхазы жили не только в Рухе, то есть это левобережье реки Ингур, также абхазы жили в районе современного Джевари. Это вот где находится Джварское водохранилище. Примерно вот в этом регионе тоже жили этнические абхазы. Но сейчас вместе с тем нельзя сказать о том, что там, все население там было изгнано или вырезано из-за нескончаемых войн, да, между абхазами и мигрелами. Какая-то часть населения сохранилась, безусловно, и они интегрировались, скорее всего, в абхазское общество. Вот мы когда сами говорим, откуда там некоторые абхазские, абхазы, да, там мигрельское происхождение, или наоборот, мигрелы абхазское происхождение. Это как раз-таки связано вот с этими событиями 17 века, 18 века, 19 века, ну и более позднего периода. Таким образом, мы можем говорить о том, что уже где-то в конце 18 века складывается абхазская этнографическая группа как мырзаканцы. Вот здесь это очень важный момент. Я хочу это подчеркнуть. Когда мы говорим о мырзаканцах, некоторые, особенно наши оппоненты в Грузии, говорят, что вот на этой территории жили мигрелы. Во-первых, мигрелы не были мырзаканцами. Мырзаканцы, как особая этнографическая группа, сложилась в 18 веке, ну, скорее всего, в конце 18 века. Но они себя считали абхазами. Кстати, вот по этому поводу я хотел бы, чтобы наши зрители, которые, да, вот нас смотрят, я хочу продемонстрировать одно видео. Значит, давайте мы это видео посмотрим, потом я дальше прокомментирую. Теперь давайте немного оставим в покое 18 век и перейдем в 19, то есть к карте 1823 года. Эту карту составили русские, на ней есть надпись «Генеральная карта Грузии». Составлена в Санкт-Петербурге в 1823 году. И вы видите, как выглядит на ней территория Грузии. К ней российскими имперскими властями присоединены несколько северокавказских стран. Но что касается интересующего нас вопроса, то вы видите, что Абхазия приходится на Западную Грузию и обозначена как территория обитания грузин. Ну что ж, мы с вами только что видели видео, это выступление Георгия Каландия, грузинского историка, который рассказывает о том, что, значит, на территории Абхазии в XIX веке будто бы русские картографы указали проживание этнических грузин на всей территории Абхазии. Значит, я хочу вам продемонстрировать эту самую карту. Это действительно карта так и называется, генеральная карта Грузии. Вот она. Значит, здесь действительно указана территория современной Абхазии. Вот здесь вот территория современной Мигрелии, Грузия, потом здесь вот указаны страны, значит, здесь Азербайджан, далее Дагестан, территория современной России и так далее. И Георгий Каланди говорит о том, что будто бы на этой карте показано, что на территории Абхазии живут этнические грузины. Это, во-первых, неправда, потому что вот здесь на территории Абхазии вот цифрами указано первое и второе. Значит, мы спускаемся вот сюда вниз, и вот здесь мы читаем «Большая Абхазия» и «Самрузакане». Так что никакого указания будто бы о проживании абхазов, о проживании мигрелов или тех же грузин на территории Абхазии в XIX веке, на территории Абхазии на этой карте нет. Это не соответствует исторической действительности. Но я бы хотел, чтобы наши некоторые коллеги в Грузии перестали вводить в заблуждение, значит, своих зрителей. Потому что, к сожалению, некоторые мои коллеги в Грузии занимаются откровенной фальсификацией истории нашей страны. И поэтому, конечно же,
Это просто, мягко говоря, некрасиво. У нас, кстати, вот здесь тоже есть одна очень интересная карта. Эта карта тоже почти конца 19 века. Хочу заметить, что, вот я говорил, да, о заселении этой территории, да, абхазами. Там, в 17 веке, в 18 веке. Но и сейчас подчеркиваю, какая-то часть населения там осталась, безусловно осталась. Но уже начиная с начала 19 века мигрелы начинают заселять территорию Мурзакана уже с восточной стороны. Почему? Почему это вообще происходило? Здесь несколько факторов. Первое. Как пример. В 1811 и 12 годах на территории Грузии распространилась чума. И немалое количество мигрелов бежали на территорию Мурзакана. Просто дело в том, что чума на территории Абхазии тогда не распространилась, по крайней мере, именно в те года, и поэтому очень многие мигрелы бежали на территорию Мурзакана. Это первое. Второе. Дело в том, что абхазские правители, даже в конце 18 века и в начале 19 века, они совершали набеги на мигрелю, они брали в плен немалое количество мигрелов, часть они продавали в Османскую империю, а часть они их оставляли просто у себя. Естественно, они потом частично ассимилировались, будем так говорить, в абхазской среде. Третий фактор – это кровная месть. Были случаи, когда, естественно, скажем, какой-то мигрел совершил убийство в мигреле, да, и он бежал к абхазским правителям. Четвертый фактор – это, конечно же, крепостное право, которое существовало в мигреле, но чего, кстати, никогда не было у абхазов. И поэтому очень многие мигрелы бежали к абхазским правителям и, естественно, там просили покровительства. Как известно, потом через какое-то время им там давали надел, они становились свободными крестьянами и так далее. То есть было несколько причин, почему уже начиная с 18 века на территории Мурзакана уже появляется мигрельское население. Вот здесь у меня есть очень интересная карта, это этнографическая карта Зейдлица. Вот вы видите, тут довольно-таки большая территория Мурзакана. Вот это вот здесь вот река Игры проходит. И вот эта маленькая полоса, это территория, где жили мигрелы, или же население мигрелоязычное. А вот эта вся территория, довольно-таки большая территория Мурзакана, вот эта вся территория, вот она, здесь жили этнические абхазы. Здесь было огромное количество сел абхазских, где жили абхазы, говорили на абхазском языке. Поэтому, знаете, когда некоторые говорят о том, что мурзаканцы это грузины, что мурзаканцы это мигрелы, это, конечно же, неправда. Можно о другом факте говорить, о факте продвижения, да, мигрелов на территорию Мурзакана. Да. И мы с вами никогда не должны забывать о том, что есть понятие пограничная зона, есть понятие этнический контакт. Этническая, да, вот эта зона контакта между двумя народами, да, мигрелами и абхазами. Естественно, что взаимоассимиляционный процесс имели место быть. Но как мы с вами уже сегодня, да, с прошествием столько времени, мы можем убедиться, что мигрельский язык в этом регионе победил все-таки. Ну, опять-таки, это тоже имело определенные свои, будем так говорить, наверное, предпосылки, если так можно сказать. В 1794 году, в период правления Килишбея на территории Абхазии, территория Мурзакана была им захвачена, и там правителем был посажен его сын Муратбей. Но Муратбей умер в 1805 году, и во главе Мурзакана становится Манучар Чачба Шервашидзе. Что касается по поводу Манучара, у него была немножко трагичная судьба, будем так говорить, из-за женщины. Но перед этим замечу, что именно при нем, при Манучаре Чачба Шервашидзе, эта территория, то есть Мурзакан, стал частью Российской империи. То есть вот такая вот история.
он фактически отложился от остальной Абхазии, и при поддержке Мигрели Мырзахан стал частью Российской империи, вошла в состав Российской империи. Почему? Дело в том, что Манучар Чачба Шервашидзе был женат на сестре правителя Мигрели Дадияни. И Дадияни имели сильное влияние из-за этого на территории Мырзахана. Да и сам правитель Манучар Чачба, он пытался противостоять абхазским правителям, да и тому же Келешбю Чачба, и он фактически использовал поддержку правителя Мигрели для того, чтобы противостоять, будем так говорить, своим родственникам, да, Келешбю Чачба. Вот. И таким образом, все-таки вот это влияние политическое определенно дало свои плоды, если так можно сказать. Что касается по поводу самого правителя, Манучара Чачба. В 1813 году он был убит. Почему же? Дело в том, что как-то он ходил по своему владению, по территории Мырзахана, и он остановился там ночью и попросил к себе на ночь женщину. А она была замужем. Ее оскорбленный муж в итоге убьет правителя Мырзахана Манучара Чачба. Это был мальчик Варацхеля. Кстати, когда его поймали, в Мырзахане состоялся сход, народный сход. И в этом сходе, защищая себя, хоть его называют Мигрелом, он говорил, что у нас у абхазов так не принято. Да? То есть, да, иметь какие-то отношения с чужой женой. В те далекие времена, когда народ собрался, и когда они послушали аргумента Маджик Варацхеля, кто сказал, что у нас в Абхазии так не принято, да, что это нарушение наших законов, нарушение Апсвара, его отпустили. Он переехал жить в Бзыбскую Абхазию. Вот там сейчас село Лохно, Дурипш, в ту сторону. После гибели Манучара Чачба Шервашидзе у него были двое сыновей. Это Александр и Дмитрий. Но дело в том, что они были еще детьми. И этим, естественно, воспользовался правитель Мигрели. И он решил эту территорию взять под свой контроль. Но когда Дмитрий и Александр, они уже стали взрослыми для того, чтобы претендовать на престол в Мырзахане, Дмитрий был убит людьми Дадияни. Александр был сослан в Сибирь. Кстати, его сослали не просто так. Это тоже дело было рук Дадияни. Но, кстати, очень многие говорят о том, что Александр тоже там умер где-то по дороге, но, скорее всего, это не соответствует действительности. На сегодняшний день на Северном Кавказе, в среде кабардинцев, да, или же черкесов, или адыгов, неважно, это один народ, сегодня живет род Мурзакановых. И по информации, которая у меня есть на сегодняшний день, это как раз-таки потомки Александра Чачба Шервашидзе, сына Манучара Чачба Шервашидзе. То есть Александр выжил, у него есть потомки, и они сегодня живут среди черкесов или адыгов и считают себя адыгами или черкесами. Но по происхождению они являются абхазами. У них фамилия Мурзакановы. Я, насколько знаю, на Северном Кавказе, в Кабардино-Балкарии, один из представителей этого рода выпустил книгу об истории рода Мурзакановых. К сожалению, этой книги у меня нет. Не могу более подробно об этом что-то рассказать, но, надеюсь, будет у меня такая возможность, у меня есть определенные планы съездить на Северный Кавказ, разузнать по этому поводу более подробную информацию. Таким образом, фактически после того, как Мырзахан лишился своих правителей, эта территория была инкорпорирована в состав Мигрели. Опять-таки,
Каким образом? При помощи царской России. Я напомню еще раз о том, что мигрельские правители, картлийские правители, они были проводниками царской политики на территории Абхазии в XIX веке, во время русско-кавказской войны. Естественно, что пользуясь, скажем так, таким хорошим отношением к себе, благим отношением к себе, мигрелы воспользовались этим, и они инкорпорировали территорию Мурзакана в состав мигрельского княжества. Но это продолжалось недолго, потому что жившие в Мурзакане абхазы с этим не мирились. У нас есть материалы, есть источники, где рассказывается о том, что жившие там абхазы, они постоянно поднимали восстания, они говорили, что они не мигрелы, что они абхазы, что они не хотят быть в составе мигрельского княжества. Значит, там постоянно поднимался бунт, и в итоге, значит, эта территория находилась какое-то время под непосредственным прямым управлением царской России, а позже все-таки в какой-то степени навеяно благодаря Хаматбею Чачба, это последний правитель Абхазии, которого еще назвали Михаилом Чачба Шервашидзе. Он оспаривал эту территорию додьяновцев, он писал письма царским наместникам на Кавказе, там, чиновникам царским писал письма с требованием эту территорию вернуть Абхазии. Что в итоге было сделано? В 1888 году, если меня не подводит память, значит, эта территория окончательно была присоединена к Абхазии и создали Сухумский округ в составе Кутейской губернии. Ну а, собственно, Кутейская губерния уже была частью Российской империи. Вот такая вот история. Есть земли, где издревле проживали абхазы. И когда часть наших исконных земель были у нас отняты, скажем, там, в конце 13 века, в начале 14 века, все-таки нам удалось эти земли вернуть, но не совсем до конца. Я, например, считаю, что граница между Абхазией и Грузией должна полностью проходить по реке Эгры, или же Ингур. Как мы с вами знаем, на сегодняшний день граница по реке Эгры проходит только частично, потом еще идет по горам. Но наши земли были еще чуть дальше. И поэтому я считаю, что когда мы говорим о демаркации границы между Абхазией и Грузией, этот вопрос надо поднимать. Если мы с вами откроем карты там, начала 19 века, то мы с вами видим, что граница Мурзакана, оказывается, проходит именно по реке Игры полностью. Вот здесь у меня есть карта, тоже такая вот интересная. Мы здесь с вами видим, вот написано Мурзакан, вот, или сам Мурзакану. Вот видите, вот граница проходит прямо по реке Игры. А не как сейчас. Сейчас граница доходит где-то примерно до сюда, потом уже граница отодвигается в нашу сторону и по горам доходит до главного Кавказского хребта. То есть часть территории Мурзакана сегодня находится в составе Грузии. Я говорю именно об историческом Мурзакане. Или вообще тот регион, где очень часто вот такие, вы знаете, назовут это так, качели, да, то в одну сторону, то в другую сторону. Но, как мы с вами видим, в итоге все сложилось так, как сложилось. Спасибо, Денис, большое. И вам спасибо большое.